Всем привет, ребятки, меня зовут Лара Ямас, и добро пожаловать на мой канал. Я очень долго думала, какое же видео можно снять, пока я в путешествии, и решила вам рассказать про фриланс, что это такое. Ты можешь путешествовать и работать одновременно. Так что такое фриланс? Фриланс — это, от слова free, свободный. Вы работаете в интернете, и, соответственно, вы привязаны только к интернету. Вы можете работать из дома, арендовать квартиру, машину, работать из машины, вообще из любой точки мира. Единственное, что у вас должно быть, это какой-то гаджет и интернет. Устройство, с которого вы можете выйти в интернет, выполнить работу, там, приложение, если вам нужно, сам интернет. В принципе, на этом все, больше вам ничего не нужно. Сейчас я попытаюсь вам раскрыть и ответить на самые глобальные вопросы, которые обычно задают те, кто встречается с этим названием, с этой работой. Возможно, именно ты станешь следующим фрилансером. Первый вопрос: как начать? Вообще, на самом деле, начать очень легко. Единственное, что ты должен знать прям с самого начала, что конкретно ты хочешь делать. Вообще, фрилансеров сейчас очень много, они выполняют абсолютно разные задачи. Я сейчас приведу парочку примеров, все перечислять не буду, просто потому что, это очень много. Вы можете зайти в интернет и перечитать все возможные профессии. Творческие люди — это люди, которые делают креативы, помогают развивать социальные сети. Если вы сотрудничаете, например, с кафе, и он захочет себе создать Инстаграм, вы можете заняться этим делом, создать Инстаграм вообще с нуля, добавить туда подписчиков, оформить фотографии, приехать в кафе, сфотографировать, создать посты в текстовом виде, прописать серии там: вот сегодня такой-то день, в ресторане будет такая-то акция, то есть еще и акции прописать. Вообще заданий очень обычно много, и люди, которые имеют свой бизнес, рестораны, всякие кафешки, все они хотят выйти в социальные сети, чтобы рекламироваться. И вот как раз люди, которые могут этим заниматься, это фрилансеры. То есть они занимаются этими всеми техническими моментами. Например, могут еще нанять менеджера, который будет в сообщениях в группе там ВКонтакте, например, отвечать. Профессий очень много. Из фрилансеров еще, наверное, такой прям обширный сегмент — это бизнес-ассистенты. Нанимать человека, который прям приходит к себе на работу, но это сложновато, и нужно платить все-таки примерно от 30 тысяч. Человека онлайн можно нанять от 20 и даже от 10 для тех, кто учится. Нанять человека, который вообще полный ноль, обучить его бизнесу, стратегиям, которые в компании развиваются. Зарплаты чуть-чуть поменьше, но при этом, если он такой инициативный, потом просто выиграть от этого, естественно, потихонечку повышать зарплату. Но расходы на ЗП именно фрилансерам будет чуть-чуть меньше. Это, знаете, даже выгодно, потому что ему не нужно приезжать на работу, не нужно там его кормить. Он просто работает из дома в любое удобное для него время. Это заранее, естественно, лучше обговорить. То есть, например, я вам не смогу ответить после 12 ночи, там, после 10 вечера. Вы извините, в любом случае я уже буду спать. У меня с часу до 2 всегда обед, другое время я могу вам ответить прям сразу и без каких-то там проблем. Что удобно, что вы можете обговорить с работодателем еще и ваш отдых тоже. Если вы неофициально оформлены, но вас могут кинуть, я чуть попозже про это расскажу, то в любой момент можете взять отгул, и, в принципе, работодатель не такой жесткий, как вы, например, придете на какой-нибудь завод, у вас есть начальник, и с ним придется оформлять эти все документы, все бумаги, нужно будет там ждать подписи, согласования, кто за кем идет. В данном случае все намного проще, все намного быстрее. Сейчас век информационных технологий, очень много задач нужно делать в минимальные сроки, многозадачи. Умеешь быстро ориентироваться, быстро учиться, то вообще эта работа реально для тебя. Плюс, если ты больше любишь, например, путешествовать, передвигаться с места на место, не просто сидеть дома, такая работа тоже, в кайф. Плюс ты постоянно меняешь обстановку, и даже сейчас ты можешь взять компьютер, если тебе дали задание, выполнить его и там пойти дальше погулять. Поскольку все-таки это происходит через интернет, нужно компании проверять, идеально заключать договоры, примерно на месяц, хотя бы для начала, в котором будет прописано ЗП. Проверьте синие печати. Либо идти на риск, но очень неоправданный, чисто на доверие работать. Конечно, тут вы уже сами выбираете, насколько рисковать, насколько вообще выбираться. Склоняюсь к тому, чтобы оформлять договоры с работодателями, с которыми вы хотите работать, даже на испытательный срок, он примерно неделю выбираете. Если месяц, то смысла вообще нет. Просто время потеряете, а он по итогу вам ничего не заплатит, потому что испытательный срок обычно либо полсуммы, либо вообще ничего не платится. Вы настраиваете, налаживаете коннект, понимаете вы друг друга, не понимаете,
всегда договаривайтесь на испытательный срок платный. То есть, да, вы согласны, например, полсуммы вместо там 40 тысяч только на 20 работать, но за какую-то все равно денежку, потому что это ваше время, это ваши деньги, и, скорее всего, в испытательный срок вы закроете очень много задач, и потом он вас просто кинет. Получится, что вы просто работали месяц на испытательном сроке никуда. Поэтому всегда обговаривайте это прямо на самом начальном этапе. Если работодатель не готов вам платить деньги сейчас, вряд ли он заплатит вам. И не потому, что он вас не знает, а потому, что этот человек просто не готов платить. Лучше так не рисковать. Это такой лайфхак. Обязательно ли вложение, чтобы работать фрилансером? Я такой человек, что я скорее найду информацию в интернете, обучусь самостоятельно, максимально бесплатно, максимально без всяких там каких-то курсов, на которых еще неизвестно, скажут что-то интересное или не скажут. И дальше просто иду работать. Плюс я очень общительная, и с работодателями быстро могу наладить коннект и максимально выгодные условия для них и для себя выстроить. У меня с этим, например, проблем нет. Если вы, знаете, такой прям исполнитель, прям ответственный чрезмерно, хотя таких, кстати, работодатели, любят, но так, знаете, им важнее выполнить быстрее, четче, правильнее, чем просто правильно. Если вы исполнительный, то вам, наверное, лучше закончить курсы. Некоторые работодатели задают вопрос, какие курсы вы прошли. Тогда вы можете там похвастаться, ответить, что вы прошли вот такой курс. Но я, например, не приверженка этого. То учиться, быстро вообще развивать, схватываю на лету. Все, плюс бонус вообще сразу чуть ли не на первое место, потому что в бизнесе и вообще в работе любой очень важна четкость. Вам дали задание, в этот же день выполнили, все. Или там вам дали тестовое задание, вы в этот же час, все. Вы, скорее всего, будете в первых рядах. Потому что обычно, когда выдают тестовое задание, люди там в крайний срок самый делают. То есть, если тестовое задание, например, на 3 дня, и типа мы выбираем работу, последний срок там 22 числа, сегодня 20, то те, кто делают 22, скорее всего, вообще просто отсекаются, потому что они делают все в последний момент, и это неудобно. Нужно делать максимально четко, быстро и прям по плану. Что касается ЗП, тут можно работать даже школьником, чуть ли там не с 16 лет, если у вас есть просто элементарная карточка или куда отправлять деньги. Там вообще зависит от задания. От 500 рублей за одного клиента до 1000. В принципе, возможно заработать даже миллионы. Зависит от скорости, договоренности с работодателем, вашей сферы деятельности и загруженности. То есть, если вы готовы работать только один день в неделю, естественно, у вас не получится просто там даже 1000, наверное, заработать, у вас получится там, до 1010, наверное, в месяц. Если вы готовы работать каждый день 6 часов, как обычный человек, но здесь во фрилансе вы больше денег заработаете, чем на обычной работе. В обычной работе средняя ЗП, наверное, это примерно 25-30 тысяч. В фрилансе средняя ЗП примерно 50-60. Но с таким же часовым поясом, с такими же часовыми рамками. Поэтому думайте. У меня, поскольку учеба, там всякие свои проекты, дела, я стараюсь выделять на работу время, но у меня средняя получается там 30. Минималка, наверное, 25-20, максималка 50. Но видите, я работаю так мало и практически даже не работаю. Но мне выходит, наверное, 6 часов в неделю. В среднем. Бывают, конечно, исключения, но так. Иногда я вообще работаю там час в неделю, но в сумме в месяц там часов 16. Сейчас хоть фрилансеров много, вы можете слышать там, вот, я фрилансер. Рынок очень нуждается в людях, которые сейчас выходят в интернет еще из любой точки и готовы помогать вот прям ежесекундно, ежемоментно. Почему я прям предлагаю всем работать, уходить во фриланс? Потому что это, прям удобно в передвижении. Вы можете, например, ехать в машине, вы не за рулем, вообще так удобно. Сидите, пока работаете, пока куда-то там едете с семьей, не с семьей, отдыхать, не отдыхать, на работу, в другой город. Есть очень много групп, где объединяются фрилансы. Такое было, что мне нужны дизайнеры, хотя я, например, бизнес-ассистент. Я как бы работаю бизнес-ассистентом, я нанимаю сотрудников, увольняю, начисляю ЗП, составляю таблицы. Я даже в какой-то период времени была вместо бухгалтера, высчитывала всякую ЗП, расходы, доходы. В общем, очень разноплановая работа. У меня есть подруга, дизайнер, я сразу хоп, вот у меня есть контакт. Это очень убыстряет работу, поэтому старайтесь, пока вы в фрилансе, знакомиться с большим количеством людей, даже может набирать себе в друзья людей, которые занимаются тоже фрилансом. У меня, например, вот сейчас, на данный момент, у меня есть SMM специалист, дизайнер, причем хороший, то есть не так, что, знаете, типа я набрала, чтобы абы было. Рекламщик, пиарщик, специалист по ВКонтакте, специалист по Инстаграму, по Ютубу, по ТикТоку, сами блогеры. То есть база прям обширная. И вот если у вас есть такая база, вам прям
вот в раз будет легче работать, плюс вы можете у них узнавать какие-то моменты, которые вас давно интересовали, вам дали задание поработать в ВКонтакте, у вас есть специалист, но у работодателя нет денег, например, на этого специалиста, и вы можете как бы ему задать вопросы, ну, куда нажать туда, он вам просто как бы поможет, потом обратиться к вам, вы ему что-то расскажете. И вот из-за вот такого общения, коннекта, прям очень упрощается работа, и задача выполняется быстрее, работодатель доволен, готов вам платить больше, и вы таким образом растете и переходите там на следующие уже уровни в компании. Фишки фриланса: нет привязки к дому, к определенному месту. Единственное, что нужен интернет и гаджет, с которого вы будете работать, там программы, например. Новые знакомства, новое общение, активное расширение знаний, высокая заработная плата, выгодные условия, работа с интересными людьми и работодателями. Ты можешь менять сферу деятельности, но при этом не заканчивать особо каких-то курсов, просто иметь опыт, кейсы, которые ты предоставишь работодателю. В принципе, на этом все, особых вложений в это нет. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Не забывай подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх, пиши внизу в комментариях вопросы еще про фриланс. Я могу записать вторую часть, если тебе было интересно. Я всех целую, обнимаю, всем пока-пока.